Всем огромный привет, дорогие друзья! Добро пожаловать на мой кулинарный канал. Сегодня я вас научу, как приготовить очень вкусные, хрустящие, ароматные огурчики на зиму. Ну а также, кто еще не подписан на наш семейный канал, ссылка, как всегда, внизу в описании под этим видео. Переходите, знакомьтесь с нами поближе, подписывайтесь, не забывайте про лайки, дизлайки. Жду каждого из вас на нашем семейном канале. Буду очень рада вашей активности. Ну а сейчас оставайтесь со мной, будем с вами правильно консервировать вкуснейшие, хрустящие, ароматные огурчики. Мы начинаем. Итак, друзья, для того, чтобы замариновать вкуснейшие огурчики, для начала мы огурчики хорошо промыли в холодной воде и налили большое количество воды. Нам необходимо огурцы замочить примерно часа на 4-5. Через пару часов я поменяю воду и буду держать еще пару часов. То есть минимум 4 часа будем отмачивать огурцы. Это делается для того, чтобы, если есть какие-то в огурцах химикаты, все лишнее, плохое из огурцов за это время уйдет в воду. Поэтому через 2 часа обязательно поменяю воду. А как только пройдет 4-5 часов, я вам покажу, что делать дальше. За это время мы пока с вами простерилизуем банки ближе к тому времени, когда уже можно будет заниматься огурцами, то есть примерно через 5 часов. Мы простерилизуем банки. Банки я стерилизую в духовке при 160 градусах. В холодную духовку помещаю банки. После того, как духовка подала звуковой сигнал о том, что согрелась до 160 градусов, с этого момента засекаю 15 минут. Что касается крышек, их я кипячу с момента закипания в течение 10 минут. Пока отключаюсь, через 5 часов возобновлю съемку. К этому времени я уже простерилизую банки, крышки и у меня отмочатся огурцы. Итак, друзья, прошло у нас 5 часов. Я поменяла один раз воду. Дальше мы сливаем воду и будем раскладывать огурцы по банкам. Также мы возьмем с вами одну луковицу, нарежем кольцами. Я режу через станок толщиной примерно 3-4 мм. Вот такие колечки толщиной 3-4 мм. Далее берем стерилизованную банку. Стерилизовала я их, как уже сказала, в духовке. На дно банки мы укладываем 3 колечка лука. Также мы возьмем с вами небольшой пучок петрушки и буквально несколько веточек в каждую банку, вот так скрутив предварительно, на дно уложим петрушку. Дальше черного перца горошком штучек 10 и душистого перца горошком тоже штучек 10. 10-15 это не принципиально. 3 веточки гвоздики. Да, банки у меня объемом 1 литр 800 миллилитров. А дальше, друзья, в банку будем укладывать огурцы, но прежде чем укладывать, мы срежем спереди и сзади несъедобные части от огурцов. И вот в таком виде будем закладывать огурцы в банку. Я буду стараться их ставить солдатиками, а вы смотрите в зависимости от того, какой размер у вас банки. Наша задача сейчас как можно плотнее уложить огурчики в банку. Вот таким вот образом я буду заполнять банку до конца. Посмотрите, друзья, вот так плотненько мне удалось уложить огурцы в банку. Точно таким же способом сейчас поступлю с оставшимися банками, затем покажу, что делать дальше. Все, друзья, все 3 банки я заполнила. Вот так плотненько удалось уложить огурцы. Посмотрите, какая красота. А сейчас необходимо нам сварить с вами маринад. Пока банки с огурцами в сторону. Для маринада нам с вами потребуется, я буду рассказывать из расчета на 1 литр воды, сколько каких ингредиентов нужно. А для своих 3 банок объемом 1 800 я буду готовить 2 литра воды. Значит, для маринада из расчета на 1 литр воды нам потребуется литр воды, 4 чайные ложки соли, 8 чайных ложек сахара и 8 столовых ложек 9% столового уксуса. У меня здесь 2 литра воды, соответственно 8 чайных ложек соли, 16 чайных ложек сахара и 16 столовых ложек 9% уксуса. Все, маринад нам необходимо отправить на плиту, довести до кипения и прокипятить хотя бы пару минут. Маринад поставили на плиту и потихоньку перемешивая доводим до кипения. Итак, друзья, маринад у нас с вами уже закипает. С этого момента засекаем 2 минуты и немножко прокипятим наш маринад. Затем будем заливать маринад в наши банки. Как видите, он уже активно закипел. Я уменьшу газ до 4, чтобы маринад наш умеренно кипел еще буквально 1,5 минутки. Все, друзья, прошло ровно 2 минуты с момента, как только начал закипать маринад. Отключаем газ, пойдемте к столу. Итак, друзья, огурчики наши подготовлены.
Маринад прокипятили мы. И теперь аккуратно каждую банку доверху заливаем нашим маринадом. Такого количества маринада хватает ровно на 3 почти 2-литровые банки. 1,800 литров, напомню, у меня. Крышки мы тоже перекипятили. Закрываем слегка вот так крышками. Аккуратно, чтобы не обжечься. Далее берем кастрюлю. На дно кастрюли опускаем салфетку. Аккуратно наши баночки перекладываем сверху салфетки. Так. Дальше, друзья, заливаем кипяток до плечиков наших банок. Вот так до плечиков налили воды, кипятка. Отправляем теперь на плиту на максимальный огонь. Как только закипит повторно, засекаем 3 минуты, уменьшаем газ. Нам необходимо простерилизовать наши огурчики в течение 3 минут. Итак, друзья, как видите, у меня уже начинает закипать. С этого момента я закрываю крышку и засекаю 3 минуты. Все, друзья, прошло у нас 3 минуты. Открываем крышку. И пойдемте закатывать банки наши. Постарайтесь, как только начало закипать, с того момента засекаем 3 минуты. И постарайтесь не переварить, потому что иначе огурчики наши не будут просто хрустеть. Дальше я как можно быстрее постаралась вытащить банки из воды, чтобы дальше наши огурчики не находились в кипятке. Теперь я при помощи кухонного полотенца вот таким вот образом тщательно наши банки закрываю. Далее переворачиваем вверх дном. Посмотрите, какие красивые у нас с вами огурчики получились. Чуть позже они приобретут однородный тон. Вот так вверх дном переворачиваем, закрываем салфеткой, укутываем одеялом. И оставляем наши огурчики отдыхать под одеялом до полного остывания. Чуть позже я обязательно открою и покажу, что в итоге у меня получилось. Итак, друзья, посмотрите, вот такая красота у меня получилась. Прошло у нас уже больше недели. Баночки стоят, крышечки все в порядке. Поэтому мы сейчас с вами одну банку вскроем и вместе с вами попробуем похрустеть огурчиками на нашем мукбанг-канале. Итак, друзья, давайте с вами откроем одну баночку. Еле открыла баночку, пришлось пустить воздух внутрь. Слушайте, ну огурчики выглядят, конечно, обалденно. Давайте попробую. Огурчики хрустят. Сейчас выложу на тарелку. Итак, друзья, вы только посмотрите, вот такая аппетитная красота у меня получилась. Огурчики очень получаются хрустящие, ароматные, обалденные. Всем рекомендую рецепт на 100%. Мне уже не терпится попробовать огурчики на нашем мукбанг-канале, куда я вас всех и приглашаю. Ссылка, как всегда, внизу в описании под этим видео. Ну а это видео буду заканчивать. Если видео понравилось, ставьте обязательно пальчики вверх, подписывайтесь на канал, пишите комментарии. Нам очень приятно с вами общаться, и это мотивирует снимать для вас еще больше вкусных и интересных рецептов. Всем спасибо за просмотр. Всем пока-пока, приходите еще, увидимся снова.